Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня вяжу очень красивую сумку популярным узором с необычной фурнитурой. Для вязания буду использовать полиэфирный шнур карамель. Характеристики моей нити: в 200 метрах 500 грамм, толщина нити 5 миллиметров, мой цвет Бейлис, очень красивый благородный оттенок бежевого. Приготовила инструменты. У меня алюминиевые крючки, основной 5 мм, вспомогательный 3,5 мм. Толщина вспомогательного крючка должна легко проходить в отверстие по фурнитуре. Ножницы, сантиметровая лента. На каждом этапе озвучиваю количество рядов, рядность и размер заготовок в сантиметрах, чтобы вы могли легко связать сумочку из любой толщины пряжи. У меня очень колоритные эффектные ручки. Имеют размеры 35 сантиметров ширина, 9 высота, пройма под захват 15 сантиметров ширина, 4 сантиметра высота. Фурнитура имеет 41 отверстие оптимального размера, для того, чтобы изделие можно было изготовить из любого вида пряжи. Очень красивого цвета, прекрасно подойдет под любой цвет и тон нити. Все необходимые ссылки для заказа инструментов и материалов с бесплатной доставкой оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Отмеряю запас нити около 2 метров. Эта нить потребуется для соединения рядов по полотну красивым и незаметным способом. Фиксирую ниточку, чтобы первое время она мне не мешала. Создаю первую петлю. Подхватываю рабочую нить. И далее мне потребуется 13 воздушных петель. Получается около 11 сантиметров. Далее перехожу к вязанию узора. Вставлять крючок буду в заднюю перемычку косы из воздушных петель, не пропуская точки на петлю подъема. Сразу вставляю крючок в первую перемычку. Подхватываю нить. Здесь важна подача нити. С клубка она должна идти ровной лентой. Если нить начинает закручиваться, разматывайте клубок в нужном направлении. Провязываю столбик без накида. Далее вставляю крючок в провязанный столбик за полупетлю, в следующую заднюю перемычку и провязываю 3 петли на крючке вместе. Снова то же самое. Полупетля провязанного столбика, задняя перемычка, 3 петли провязываю вместе. Здесь не вяжу слишком туго, узор вяжется легко и непринужденно. Далее все повторяется. Полупетля провязанного столбика, задняя перемычка, провязываю. Так до конца ряда. Последняя точка. Вставляю крючок в полупетлю провязанного столбика, в заднюю перемычку и провязываю петли вместе. Первый ряд закончен. Вязать буду прямыми и обратными рядами. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 диагоналей узора. Это количество не будет меняться из ряда в ряд. Можно себя контролировать, пересчитывая узор. Переворачиваю вязание через изнанку. Рабочая нить идет по изнанке. Вязать обратный ряд буду по лицу, то есть вставлять крючок каждый раз буду с лицевой части на изнаночную. Сейчас завожу крючок под первую кромочную косу, подхватывая с изнанки еще диагональную нить, вот эту. То есть сейчас крючок зашел в обе дужки кромочной косы и еще подхватил заднюю диагональ.
Подхватываю рабочую нить, вывожу на лицо и провязываю. Готово. Далее буду точно так же, по аналогии с прямым рядом, вставлять крючок по лицу в полупетлю провязанного столбика, потом снова за обе дужки, подхватывая диагональ по изнанке. Крючок с изнанки выходит точно так же, как вы видите на экране. Подхватываю рабочую нить, хорошенько вытягиваю, узор вяжется не туго, и провязываю 3 петли как одну. Снова смотрите по лицу, формируется нужная мне диагональ. Повторяю, крючок вставляю за полупетлю провязанного столбика. Далее в намеченную точку, подхватывая сразу 3 нити, 2 дужки кромочной косы и изнаночную диагональ. Рабочая нить, вытягиваю достаточно свободно и провязываю. Так вяжу до конца ряда, проверяю, чтобы диагональные линии по лицу ложились ровно и аккуратно. Проверяю подачу нити. У меня остается последняя кромочная коса. Провязываю ее точно так же. И чтобы не потерять количество петель в ряд, последний столбик провязывается за полупетлю провязанного столбика и в боковую точку за обе дужки вставляю крючок, подхватываю нить точно так же и провязываю последний столбик. В конце обратного ряда я провязываю петлю подъема, переворачиваю полотно, теперь прямой ряд. Он вяжется точно так же, как первый ряд. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и подхватываю по изнанке диагональную линию. Сформирован первый столбик. Далее ввожу крючок в провязанный столбик, снова в намеченную точку и провязываю 3 петли на крючке вместе. Повторяю то же самое до конца ряда. В конце третьего ряда у меня остается последние 2 столбика. И вставляю крючок в полупетлю. Последний столбик провязывается за обе дужки здесь. Готово. Снова четный ряд, переворачиваю вязание без петли подъема, рабочая нить идет по изнанке, крючок вставляю с лица за обе дужки, за диагональную линию по изнанке, подхватываю нить и провязываю первый столбик. Далее все повторяется. С этого ряда последний столбик четных рядов буду провязывать, вставляя крючок за обе дужки кромочной косы здесь и подхватывая вот эту нить, которая формирует кромку. Для того, чтобы она не выпирала, потом нам этот край понадобится при обвязке. Готово. В конце четного ряда всегда петля подъема. Переворачиваю полотно и по аналогии вяжу ряд за рядом. Количество рядов должно соответствовать ширине моего изделия. То есть вот навязываю рядность вплоть до этой точки. У меня провязано 33 ряда. И размеры донышка на этом этапе 34 сантиметра на 11 сантиметров. Вот полностью соответствует размерам моих ручек. Теперь я перехожу на обвязку края. Обращаю ваше внимание, деталь закончилась лицевым рядом. И сейчас я в угловой точке провязываю второй столбик для того, чтобы повернуть на боковую часть. Вставляю крючок в полустолбик, в ту же самую точку, из которой выходит нить этого столбика, и провязываю 3 петли на крючке вместе. Далее продолжаю вставлять в
провязанную полупетлю и в следующую точку. Здесь вставляю крючок в точки, откуда выходят диагонали узора. Здесь, здесь и здесь. Для того, чтобы край плавно переходил на стенки. Вставляю крючок, достаточно свободно провязываю столбики, чтобы не затянуть. Снова полупетля провязанного столбика и основание узора. Здесь формирую деталь так, чтобы стенки шли вверх. Это лицевая часть изделия. Поправляю нить, снова полупетля, намеченная точка. Крючок по детали вставляю достаточно глубоко. Смотрите, выходят столбики из тех же самых точек, откуда выходят диагонали узора. Снова подхватываю полупетлю, поглубже в полотно, вытягиваю нить и провязываю. Так вяжу узор до этой угловой точки. Напротив каждого вертикального ряда у меня провязан горизонтальный столбик. Остается последняя точка. Провязываю. И следующая точка угловая. Вставляю крючок в полупетлю, в угловую точку, провязываю. И чтобы повернуть, снова добавление в угловую точку, полупетля. Выходит из этой точки эта полупетля, в нее же вставляю крючок и провязываю. Добавка готова. Здесь освобождаю свой край, запас нити, и ввязываю его в полотно по двум сторонам, здесь и здесь. Эта нить мне потребуется в начале окончания каждого ряда. Вставляю в полупетлю. Следующая точка, провязываю. Так двигаюсь до намеченной точки. У меня заканчивается ряд обвязки, и последний раз крючок я вставляю в ту точку, с которой выходит первый столбик обвязочного ряда, сюда. Подхватываю полупетлю, крючок в намеченную точку, провязываю. Теперь убираю в сторону рабочую нить, беру нить, которая была запасом в самом начале вязания. Следующая полупетля. Дальше кромочная коса первого столбика обвязки. Подхватываю запас нити и вытягиваю его полностью. Далее возвращаю эту нить снова в кромочную косу. Для того, чтобы закольцевать соединение, снова возвращаю ее в исходную точку, сюда на изнанку. Подхватываю по изнанке одну нить, вставляю крючок в кромочную косу и увожу запас нити. Он потребуется в следующий раз. Точно так же, только для соединения рядов. Убираю его в сторону. Переворачиваю вязание и с помощью рабочей нити формирую первую петлю следующего ряда. Крючок входит за обе дужки кромочной косы и подхватывает диагональную перемычку, которая идет по всей изнанке. Подхватываю рабочую нить и вывожу первую петлю следующего ряда. Далее вставляю крючок в следующую точку за обе дужки и подхватываю перемычку. Вывожу и провязываю 2 петли вместе. Далее все уже знакомо. Вставляю крючок в полупетлю. Следующая точка. Вывожу и провязываю. Обратный ряд вяжется по аналогии. Точка за точкой, петля за петлей. Контролирую, чтобы петли ложились ровно. Обратным рядом я подошла к точке соединения рядов.
Вставляю крючок в полупетлю за обе дужки кромочной косы и провязываю последний столбик ряда. Готово. Следующая петля была подъемной. На новый ряд я сейчас буду использовать край для соединения рядов. Вставляю крючок снова в полупетлю. Далее в дальнюю от лицевой части точку этой подъемной петли, так как вторая часть этой петли образует диагональ узора. Подхватываю нить для соединения и вытягиваю ее полностью. Теперь хорошенько подтягиваю, нахожу следующую кромочную точку, она здесь, вставляю крючок в эту точку за обе дужки и протягиваю нить соединения. Хорошенько подтягиваю и возвращаю в исходную точку. Нить соединения рядов снова оказывается на изнанке. Она мне потребуется в следующем ряду. А я снова перехожу на прямой лицевой ряд. Край для соединения рядов в стороне. Вставляю крючок за обе дужки, подхватываю заднюю перемычку, с помощью рабочей нити формирую первую петлю следующего ряда. Теперь вставляю крючок в следующую точку и провязываю 2 петли вместе. Снова повторяется узор. Полупетля провязанная, новая, 3 петли вместе. Так вяжу ряды туда-обратно. Соединение делаю по аналогии, то по лицевому, то по изнаночному ряду навязываю глубину изделия. Сейчас количество петель в ряд у меня не меняется. Из ряда в ряд сохраняется у меня 96 диагоналей узора. У меня заканчивается 16-й ряд, и это последний ряд сумочки. Сейчас набирают популярность модели, размеры которых в ширину гораздо больше, чем глубина сумки. Такую модель я и вяжу. Здесь сейчас рабочую нить, которая уходит к клубку, оставляю на лице. Делаю соединение с помощью запаса нити, как я это делала из ряда в ряд. Вытягиваю полностью. Далее первая кромочная коса и возвращаю в исходную точку на изнанку. Я уже маркировала точки, к которым будет пришиваться ручка. Пришивание осуществится рядом обвязки. Обращаю ваше внимание, маркеры равно удалены. Здесь от маркера до маркера, включая маркированные точки, 39 петель. Соответственно, с этой стороны тоже 39. По боковым частям по 9 кромочных петель с одной и с другой стороны. Напоминаю, по ручке у меня 41 отверстие. Вот 2 точки мне нужно будет где-то скорректировать, для того, чтобы ровно пришить. Перехожу на крючок потоньше. Здесь маркер остается. Вставляю крючок в районе окончания петли, увожу на изнанку. Следующая точка за обе дужки кромочной косы. Здесь на изнанке соединительная. Так далее. Следующая точка соединительная. Не затягиваю, потому что крючок гораздо тоньше, чем которым я вязала, но он мне потребуется для того, чтобы пришить ручки. Сейчас двигаюсь соединительными к этому маркеру. Здесь вы можете выбрать, как будет расположена ручка. Можно пришить ее под полотно, она будет выглядывать из сумки, либо сверху. Мне кажется, что эффектно и колоритно смотрится сверху, поэтому пришивать я буду так.
Удаляю маркер. В следующий раз вставляю крючок в намеченную точку за обе дужки кромочной косы и в первую точку по ручке. Подхватываю рабочую нить. Здесь фиксирую потуже, так как это начало моего шва. Далее с комфортным натяжением нити следующая точка, следующее отверстие. И так далее. Напоминаю, у меня отверстий на 2 больше, поэтому в этом районе и где-то здесь я буду вставлять в новое отверстие по ручке и в то же самое по полотну сумки, чтобы уравняться, и к концу шва у меня совпала последняя точка и точка, в которую вставлен маркер. Продолжаю петля за петлей соединительные по изнанке. Как я и планировала, у меня совпадает последняя точка с маркированной. Провязываю соединительную. Далее двигаюсь к следующему маркеру. На противоположной стороне точно так же привязывается вторая ручка. У меня остается последний стежок, я уже укоротила нить, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и увожу нить полностью наизнанку. Здесь можно ее закрепить с нитью соединения рядов, хорошенько подтянув, и спрятать в изнанку полотна. Моя сумка готова, очень вместительная и при этом аккуратная. Прекрасный вариант на каждый день и аксессуар на выход. Размеры готового изделия: ширина по верхней части 42 сантиметра, глубина по стенкам 17 сантиметров, размеры донышка 32 сантиметра на 11 сантиметров. Сумка эффектная и очень красивая. На все изделие ушло 650 грамм полиэфирного шнура. Все необходимое можно приобрести по ссылкам в описании с бесплатной доставкой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!